Все, начинаем. Здравствуйте всем. Меня зовут Павел, мне 38 лет. Я из России, город Тольятти, Самарская область. Город, в котором производятся автомобили «Жигули». Прекрасный город на берегу Волги. 21 числа было объявлено о мобилизации, так называемой частичной мобилизации. Я, как выпускник военной кафедры, офицер запаса, командир огневого взвода буксируемой артиллерии, шел в первую волну, попадал под первую волну призыва. 21 сентября 2022 года, обсудив с семьей, семья поддержала мое решение, я принял решение уехать из России. Уехать из России, точка, да. План у меня был такой. Самарская область граничит с Казахстаном. Уехать на машине в Казахстан. До границы с Казахстаном где-то часов 5 на машине из моего города. Пожить в Казахстане, посмотреть, как там дела, есть ли возможность устроиться на работу, и параллельно, живя в Казахстане, искать работу в Грузии, в Батуми. Я, как инженер-строитель, планировал найти работу в Грузии, потому что сейчас там активно идет застройка Батуми, береговой зоны. 22 числа в 5 утра я выехал из дома и отправился в Казахстан. Город Уральск на границе у нас находится, казахстанский город. Доехал я довольно-таки быстро, где-то за 5 часов я доехал и увидел уже на второй день объявленной мобилизации, 21 объявили, 22 числа уже пункта пропускного от машин не было видно. Несколько километров стояла пробка из дальнобойщиков и из легковых машин. В легковых машинах преобладали молодые парни, которые также уезжали все. Все еще кто-то был с тревогой, кто-то шутил, что все едем посмотреть в Казахстан, да? Посмотреть в турпоездку. Были родители взволнованные, с взрослыми парнями их везли родители, у кого-то на машинах. Разная очень публика была. На посту я принял решение на посту поменять пост один граничный, потому что с Казахстаном очень много у нас пропускных пунктов, и я 80 километров переехал на другой пункт, потому что думал, что там очередь поменьше. 80 километров я переехал на другой пункт, это с Татарстаном там рядом. Очередь была сопоставимая, но она хотя бы двигалась. И я принял решение там остаться и простоял 12 часов на границе. Через 12 часов ночью, в час ночи я попал в Казахстан, заехал. Пограничники, таможенники со стороны Казахстана, я не ожидал такого отношения со стороны людей. Очень доброжелательно. Они спросили меня, есть ли мне где остановиться. На что я сказал, да, я уже нашел квартиру. Сколько вы будете платить? Я сказал, столько-то тенге, я не помню сейчас цифру. На что мне женщина-таможник сказала, это очень дорого, найдите, вы там переночуете несколько ночей, найдите новую. Уже рынок недвижимости в Казахстане уже взлетел, потому что одномоментно приехало столько людей, риэлторы, мемы ходили в интернете, как риэлторы зарабатывают. Взлетели цены, все. И все равно даже эти взлетевшие цены в Казахстане, они были гораздо ниже, чем цены на недвижимость у нас в стране. Поэтому Казахстан
люди приняли очень доброжелательно. Люди помогали, делились интернетом, советовали, в какой центр визовый сходить, ближе, где меньше очередей. Это было очень непривычно видеть, честно скажу. Ну, как бы до этого люди из азиатских республик приезжали в Россию, и отношение в России к людям из азиатских республик было неоднозначное. Да? А здесь люди из Азиатской республики проявили максимум какого-то гостеприимства и понимания. Вот. Так я оказался в Казахстане. Несколько дней прожив в Казахстане, я принял решение, у меня появилось решение о переезде в Чили. Сейчас я расскажу, как оно появилось. Дело в том, что моя сестра имеет лучшую подругу, и эта подруга уже на протяжении 12 лет живет в Чили. У них есть возможность жить и в России, и в Чили, и поэтому они живут на две страны. И так получилось, что в сентябре 2022 года у них их бизнес, который они ведут в Чили, там требовались люди. Требовались люди, и моя профессия строителя, мои навыки подходили под их запрос. Вот. Я принял, мы поговорили с ребятами, которые живут в Чили. Они с удовольствием согласились меня принять. Я подумал, что это хороший вариант. И как оказалось, этот вариант действительно был хороший. Вот. Я принял решение отправиться в Чили. Я не понимал, что это за страна, где она находится. Ну, для меня Турция, Испания, ну, чуть дальше Казахстана, но в целом и Чили это в одном ряду, вот с Турцией, с Испанией, где-то вот они рядом все. То есть я не представлял, как это далеко и как это вообще другой мир. Тогда я этого не понимал. Вот. И принял решение, да, отправиться в Чили. У меня в России остался очень хороший тыл. Моя сестра, ее зовут Жанна. И она по интернету вела меня. Она искала билеты дешевые, покупала, связывалась. И говорю: Паша, едь туда. Все, я как в игре «Казаки-разбойники» по стрелочкам двигался в направлении, которое мне указывала сестра. И маршрут запланировали мы такой. Из Казахстана я лечу в Сербию, в Белград, через транзитную зону аэропорта в Амстердаме. То есть Казахстан, Амстердам, Сербия, дальше Сербия, Париж, Сантьяго. Планировали так. Аэропорт в Казахстане находился в городе Актау. Я находился на тот момент в Уральске. Я на машине выехал в Актау, нашел стоянку, оплатил месяц пребывания моей машины на стоянке. И когда человек увидел номера, ну и увидел, что я русский, он говорит: слушай, у вас тут уже несколько таких. Я увидел в записи машин 3 или 4 машины, которые на 2 месяца проплатили рядом с аэропортом в Актау свои машины. То есть я не один был такой, кто бросил свою машину на стоянке и улетел, не знаю куда. Я бросил свою машину на стоянке в Актау, и в аэропорту Актау уже первый был вопрос ко мне: у тебя же нет визы, как ты полетишь через Амстердам? На что я говорю: ребята, 5 минут, я позвоню сестре. Я дал трубку работникам аэропорта, они поговорили с сестрой. Ну, я так понимаю, аргументы были такие: в транзитную зону я не выхожу из аэропорта, виза не требуется. Ребята помялись, выпустили меня из страны. В Амстердаме, я прилетел в Амстердам из Актау, пересадка была 1,5 часа. С трудом, бегом я добежал до посадки и улетел в Сербию, в Белград. Эта страница моего путешествия очень хорошо сложилась.
и улетел в Сербию, в Белград. На следующий день я должен был вылетать из Белграда через Париж в Сантьяго. И вот тут первый камень как бы на моем пути. С 21 числа международные авиакомпании Air France, Lufthansa, не помню еще, British, наверное, British Airways, запрещают русским мужчинам, не знаю про женщин, русским мужчинам без визы попадать в транзитные зоны. Авиакомпания имеет право на это. И они принимают такое решение. А у меня, мы не знали об этом решении, это решение не было озвучено, и я покупаю билет до Чили. Белград, Париж, Сантьяго. И в аэропорту Сантьяго меня работник аэропорта смотрит и говорит: нет, вы не полетите. И звонит на стойку туда, в зону вылета, что-то говорит, и меня вычеркивают из записи. Мы не понимаем, нам не объясняют, почему. Просто вы не полетите. Я говорю: как? У меня есть билет, я оплатил. Нет, и все. Я звоню сестре, сестра говорит: мы сейчас онлайн-регистрацию пройдем. Онлайн-регистрация проходит, я принимаю решение не сдавать багаж, оставляю багаж в аэропорту, просачиваюсь туда, в зону вылета, одеваю на себя все куртки, все, что мне было жалко из чемодана. Чемодан в центре аэропорта в Белграде оставляю и иду в зону вылета. Прохожу таможенный контроль, ремни свечу, ботинки снимаю, все. Меня выпускают, я прохожу к самолету, ну вот, что было, вот думаю, люди странные, еще пожалуюсь, прилечу и пожалуюсь, верните мне мой чемодан, в суд на них подам. И когда объявляют вылет, я подхожу, прикладываю свой билет, загорается красная лампочка, сирена, вызывают полицию и говорят: нет, ты стой здесь, жди полицейских. Звонят туда, это говорит: этот Павел там? Да, этот Павел. Держите его, не пускайте его никуда, сейчас за ним придут. И меня отводят на стул, говорят: вот тут сиди, а я в зоне вылета. Все, я прошел контроль, и мне поставили в загранпаспорте, что я вылетел, что я выбыл уже из Сербии, а я вылететь не могу. Вот. И это продолжалось несколько часов, я ждал, пока за мной придут. За мной пришли, повели в офис Air Serbia. И Air Serbia говорит: ты не полетишь. Я говорю: почему, объясни. Нет, не полетишь. Я говорю: я буду жаловаться. Иди жалуйся. Я полицейского позову. Иди зови. Идет мимо полицейский. Я к полицейскому говорю: офицер, помогите мне. Меня не выпускают из страны. Он смотрит на меня, говорит: это иди, вот билет у тебя. Вот билет, вот работник, с ними сам разбирайся. Я вообще ни при чем. Ладно, ругался. Иди отсюда, говорят они мне. Я ухожу. На следующий день я покупаю билет через Стамбул. Окей, я прилетаю в Стамбул. Нормально. Стамбул для россиян безвизовая страна, поэтому спокойно я вылетел. Я вылетел в Стамбул, прилетел в Стамбул. Дальше план был Стамбул, Богота, Сантьяго. Покупаю билет. Все, купил билет. Подхожу вылетать. Меня спрашивают: обратный билет из Чили, чтобы мы тебя выпустили в Чили, у тебя должен быть обратный билет. Я показываю свой билет, который был куплен в Сербии. Их это устраивает. Они меня выпускают к самолету. Я выхожу к самолету. И уже при посадке на самолет работник смотрит, вбивает шифр моего билета и говорит: у тебя нет обратного билета. Я говорю: ну как же, вот из Сербии. Говорит: его аннулировали, потому что тебя не выпустили из Сербии, и всю цепочку Сербия, Париж, Сантьяго, она вся рухнула. Нет, ты не полетишь. И так меня второй раз не пускают на самолет. Еще не пустили русских отца с сыном
которые летели тоже из Калмыкии, летели в Колумбию. По той же причине, что у них не было обратного билета. И не пустили одного парня из Питера, потому что у него был билет другой компании. То есть в Колумбию у него одной компании, а обратно другой. Тоже так не работает. Пообщавшись с Turkish Airlines и получив понятные теперь уже рекомендации, мы выполнили все инструкции, купили билет Стамбул, Богота, Сантьяго и обратный. Сантьяго, Богота, Стамбул. Одной компании, одним билетом. И с третьего раза я вылетел в Сантьяго. До Сантьяго из России мой путь получился 30 дней, 6 стран и очень много денег. Об этом я не буду говорить сколько, но очень много. Вот. Долетев в Сантьяго, мои друзья живут на юге Чили. Долетев в Сантьяго, я сделал пересадку и долетел до Вальдивии на самолете. В Вальдивии меня уже ребята встретили. Я, оказавшись на юге, перевел дух, выдохнул, успокоился. Ребята показали мне все красоты юга чилийского. Юг Чили произвел впечатление, конечно, колоссальное. Эти синие реки, озера, из которых пить можно, эти горы, эти землетрясения ночью, которые я чувствовал. Они жили рядом с вулканами там. Вот. Очень красивые места. У ребята живут на ферме, на большой ферме, и у них в хозяйстве есть лошади, бараны, куры появились с моим приездом. Ну, я курятником построил. Вот. И в один день, вот здесь, наверное, да, сейчас мы поставим такую небольшую точку и следующее с красной строки начнем. То есть так я оказался в Чили, выдохнул, Чили мне понравилось, и теперь новая страница моего повествования, как я жил в Чили. Да?